Деревушка Тайкё, несмотря на бурно развивающуюся вокруг индустриализацию, меняющиеся модные веяния и религиозно-политические взгляды, сохранила почти всю свою первозданность. Первые домики на свае в этой деревне начали строить еще 200 лет назад. К сегодняшнему дню вряд ли сохранились те старые постройки. Однако даже более новые выглядят сегодня совсем не ново. Здесь все так же, как и 300 лет назад. Тайкё, как и прежде, остается самым крупным традиционным поселением на острове Лантау. Изюминкой путешествия через эту деревню является поиск неуловимого, но любопытного китайского белого дельфина, который на самом деле розовый. В этом местечке происходит слияние пресных и соленых течений. Частые приливы создают благоприятные условия для растений, а еще именно здесь водятся уникальные розовые дельфины, которые не встречаются больше нигде в мире. Говорят, что первые жители появились в этом местечке почти 700 лет тому назад. Они принадлежали к народу Танака. Рыбаки начали возводить свои хижины практически на воде, вбивая деревянные сваи. От хижины к хижине можно передвигаться либо по воде, либо по редким мостикам. Хотя есть и участки суши, где кипит нехитрая деревенская жизнь, рассчитанные, конечно же, в основном на туристов. Хотя, если честно, то все это имело весьма удручающий вид. Конечно, экзотично, но в ужасном состоянии, отчего было жалко людей, живущих в подобных условиях, да еще и на фоне фешенебельного сверкающего Гонконга. Но именно здесь ты ощущаешь реальность, а не красивую упаковку.
Большая часть жителей Тайко рыбаки, поэтому деревня изобилует рыбными торговыми лавочками, магазинчиками и ресторанчиками. Сушеных, свежих или еще живых морских обитателей можно купить на каждом шагу. От хижины к хижине редко можно перебраться пешком. Сухие участки есть, но их не так-то много. Впрочем, перемещение на лодках придает особый колорит путешествию. Помимо того, деревня славится другими деликатесами, которые стоит попробовать. Например, рисовые пончики. Их жарят над открытым огнем в присутствии заказчика, потрясающее зрелище. Посетители могут сесть на скоростную моторную лодку, чтобы рассмотреть поближе доки деревни Тайко. Деревянные лачуги, поддерживаемые покрытыми моллюсками сваями, отличаются друг от друга только по цвету и ветхости. Внутренние улочки, окруженные скоростными катерами и деревянными рыболовных судами, контрастируют с зелеными вершинами острова Лантау.